Привет, привет! Сегодня у нас будет необычный выпуск. Он будет дольше, чем обычно. Нам очень интересно ваше мнение, стоит ли нам снимать такие длительные ролики. А сейчас зовите всех родных и близких, устраивайтесь поудобней. Мы начинаем рассказывать вам про пляж Паджи. Как выглядит самый лучший пляж на Занзибаре? Вы знаете? Я могу показать. Это пляж Паджи. Почему он такой лучший? Потому что здесь самый приятный песок. Он в ощущении, как будто ты ходишь по муке. Также отливы здесь помогают прогреваться в воде до такой степени, что в определенное время вода становится даже горячее воздуха, из нее вообще не хочется выходить. Поэтому очень хорошо здесь быть с маленькими детьми. Также здесь безопасно, здесь нету морских ежей, различной живности. Точнее, она есть, но она находится гораздо дальше, возле рифа. Там можно встретить и ежей, и морских звезд, также больших рыб, где их ловят местные. А теперь я вам покажу то, в чем ошибаются многие блогеры, приезжавшие на пляж Паджи. Так называемые блогеры одного дня, когда люди не знают, как влияют фазы Луны на приливы и отливы. Вы можете попасть в то время, когда берег будет уходить далеко-далеко, и в то же время, когда приливы и отливы будут весьма незначительны. Вода очень теплая после дождя. Прозрачная, думаю, что можно увидеть, как здесь плавают маленькие рыбки, прячутся крабики в песке.
немножко стало больше водорослей. Вот стая рыбок. Но это больше связано с тем, что прошел дождь, и на пляже сейчас меньше людей, и с отелей не убирают. А так, каждое утро этот пляж очищается. Для посещения любой страны я бы рекомендовал приезжать в нее подольше, чтобы вы полностью могли окунуться в местный колорит и ощутить все великолепие природы. Вот такие интересные птицы живут на побережье Индийского океана. Так пляж выглядит в пасмурную погоду, когда нет ветра. Еще, оказывается, европейцы специально возьмут рекламу, что все русские ехали на пляж Нугве, а пляж Панджи остался только для Европы, потому что это идеальное место на Занзибаре. А сейчас мы отправимся к местным огородам, чтобы увидеть, как выращиваются водоросли, которые впоследствии перерабатываются и отправляются, куда вы думали? В Соединенные Штаты Америки. Вот так выглядят местные огороды. На палочках натянуты веревки, образуя своего рода грядки, которые должны оставаться под водой даже при отливе. Водоросли растут быстро и собирают их уже через 2 недели, когда они достигнут длины примерно 10 дюймов. При приливе их ложат на такую вот лодку и везут на берег. Вот так их несут на берег, где водоросли оставляют высыхать на листьях пальмы.
Водоросли были завезены в Занзибар из Филиппин в 1988 году. На сегодня выращивание водорослей стало деятельностью, которая дает работу сотням островлян. Некоторые уже собрали мешок водорослей и несут домой. Сейчас мы посмотрим, как сушатся водоросли и как женщины перебирают их, сортируя по разным видам. Сушеные водоросли продают по $4 США за мешок, количество которое может быть собрано ежедневно одним человеком в течение рабочего дня. Этот вид деятельности, очевидно, ограничен периодами отлива. Вот эти водоросли перебираются и поставляются в контейнерах в Северную Европу, где обрабатываются и затем используются в производстве лекарственных средств, косметики, консервации пищевых продуктов и пива. Местные очень любят ловить рыбу. Но улов не всегда приносит желаемый результат, и они выбрасывают мелкую рыбешку, чтобы она росла дальше. В то время, пока мужчины ловят рыбу сетями или на лодках, женщины собирают мелкие ракушки в песке, которые тоже потом впоследствии употребляют в пищу.
Местные активно, занимаясь собирательством, ходят возле рифа в тот момент, когда низкая вода. Сейчас мы увидим, что же собирает этот молодой человек. Это осьминоги. Да-да, он ходит палочкой и находит их под камнями. Так местные рыбаки возвращаются с рыбалки. Они очищают рыбу уже по пути, выбрасывая остатки в воду. И поэтому за ними гонится стая чаек, которая и съедает остатки этой рыбы. Бывают дни, когда не бывает ветра. И хозяева катов переживают, чтобы коровы не походили по ним.
Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Встретимся в следующем выпуске.